Ну что, вот мы выгнали второй день коров на пастбище. Первый день для нас из 3. Пасем. Сегодня погода хорошая. По прогнозу обещали до плюс 20. Солнышко. Завтра похолоднее с ветром. Ну и сегодня будет ветер, но поменьше. Травка, конечно, не ахти. Зеленая, но жиденькая. Много серой прошлогодней. Скорее всего, такая жиденькая из-за того, что холода. Как-то она не очень растет. Должна быть погустее. Но в общем и целом все-таки фон зеленый. Место выпаса тут красивое. Яр огромный, можно сказать. Зимой здесь можно даже на лыжах кататься. Коров около 30 плюс-минус. Кто еще не выгоняет, может еще прибавиться. Думаю, будет где-то 35, не больше. Так, рядом с нами тут парит пернатый дрон. Интересно, что за птичка и что он здесь ищет. Где ты? Ну, я тебя на камеру совсем не вижу. Надеюсь, зрители увидят. А, вот его. Охота, наверное. Завтрак или на обед. Ну, тут уже давненько летает. То он выше парил над буграми. А это уже поближе к коровкам спустился. И он, может, воробьев или ласточек ходит? Ой, нехорошо, это нехорошо. Надеюсь, он все-таки за мышами охотится. Так, ну, коровки вроде как успокоились. Фу-фу-фу, как говорится. Готовы успокоились, сейчас начнется веселуха. О, да, вот тут мы и зеваем понемногу, да. Отдыхайте, нечего бегать. Так, ну, пернатый дрон скрылся из виду. Березки, смотрю, распускаются, уже так сдали, видно, зеленеют. Можно сказать, что и листочки уже нанесли. Тут вот сосновый лесок такой. Первое видео особо толком не записалось. Я уже перекусил немного, учитывая, что мне захотелось салатика оливье. Перекусил хлеб и домашняя колбаска. Сейчас еще попью чаек с пасхой. Так, вы извиняйте, что у меня такой вид. Все-таки тут ветер задувает за шею. А шея у меня это больное место, так что есть как есть, надо в капюшоне быть. Тут вот, кстати, уже жители появились на одуванчике. Оленка волохата. Знаю, что фермера, которые выращивают сейчас подсолнечник, рапс, борются с ней, потому что это вредитель номер 1 в это раннее время. Она, оленка волохата, скрытохоботник, а там появится и цветоед. Они вредят посевам сильно. Это тот еще вредитель. Ну и те, кто занимается клумбами, тоже знают, что это за вредитель. Она и на клумбах свирепствует. Оленка волохата. Так что, ну тут одуванчики, пусть уже кушает одуванчики. Кто? Она же тоже житель этой планеты. Не будем ей этого запрещать. Все-таки мы не хозяева этого населенного мира, если есть другие. Кстати, кто там смотрел, что SpaceX снова запускали? Вчера была какая-то прямая трансляция. Что-то снова или тестили, или отправляли. Ну ладно,
Бог с ним, с тем SpaceX, Илоном Маском. Займемся делами земными. Так, по коровкам. По коровкам все окей. Все вроде на местах. Те, что мне видно. Так что будем пить чаек с Пасхой. С Пасхой я намелочился. Взял такой, сразу половину отрезал. Грамм 500 тут есть. Ну ладно, не преувеличиваем, грамм 400 будет. Ножичек у меня есть, но отломаю так руками. Руки чистые. Коров я не гладил. Сразу вот такой его кусок, чтобы наесться. А это может еще на после обеда останется. Так. И достанем еще чаек. Все в пакетиках, то что если вдруг что-то протечет или вымажет, то будет нехорошо. Вот, кстати, термос немного протек. А почему? А потому что я его не замкнул. Вот блин. Я забыл, что его замыкать надо. Так. Термос у меня такой. Ну, это больше как кружка. На 450 грамм. Трамп, если видно вам. Это не потому, что я за Трампа там или еще дела какие. Это сеструха подарила такой. Наверное, она что-то имеет за Трампа. Голосовала, где-то болела за него. Но это вряд ли. Все-таки он такой себе политик. В кавычках. Но вообще Трамп с английского переводится как козырный. Там есть еще и другие переводы, но я запомнил именно этот перевод, что Трамп это козырный. Есть тут замочек и вот такая вот защелка. Ее нажимаете и оп, открывается, все, можно чаек пить. Сейчас попробую, какой он горячий, нет. Чаек то, что надо, без сахара. Без сахара, потому что Пасха сладкая, так что без сахара. Так, а какой я кусок-то отламывал? Уже запутался. Наверное, этот. Ну все, приятного мне, вам, если кто-то что-то кушает. Так, с какой его стороны кусать? Кусок большой. Хорошо. Хорошо так как. Пасха вкусная. Пасха такая вкусная, что ее стоит только начать есть, и все, остановиться невозможно. Кстати, Христос воскрес. Коровки более-менее спокойны. Сейчас проверю, что камера снимает. Глянем на коровок, что они тут. Никуда не надумали идти. Да не, вроде все нормально. Начинают ложиться. Но все-таки время около 10. 9:57, если быть точно. Так, ну а я продолжаю чаек пить. С вашего позволения. Глянул просто, чтобы коровы были на месте. Неохота потом за ними гоняться. Ну и проверил, как записывает камера. Ну и проверил, как записывает камера. Потому что первый раз, когда перекус делал, можно сказать, бутербродом, то
наснимал, что попало. В очках, конечно, хорошо. Солнце не так слепит. В очках и кепке. Это всегда должно быть. Ну, вообще, с утра было прохладно. Так что был я в шапке. Шапка тоже есть. Плаща не брал, поскольку дождя не прогнозируется. Ну все, буду наслаждаться чайком, потому что разговаривать с полным ртом неудобно и некрасиво. Да и пасха к зубам липнет. Пасха, кстати, с изюмом. Обожаю изюм. Должен быть обязательно. Без изюма уже не то. Хороший. 65 градусов держит. Честно говоря, не помню сколько. 90 градусов, по-моему, 6 часов держит, а 65 градусов 12, но это не точно. Чаек весь выпивать не буду, потому что после семечек может еще пить захочется. Сижу на земле, ничего с собой не брал, чтобы сидеть. Ну, в принципе, я на двое штанов, так что думаю, ничего страшного. Притом долго сидеть я не буду. Чайку посербаю и пойду на обход. Главное, что меня беспокоит во всем этом деле с чаем, это то, что могут появиться вавки на губах, а это ой как неприятно. Противно, можно сказать. Поэтому сижу спиной к ветру. И балахол этот не снимаю. Если вдруг по камере пробежит какой-то монстр, знайте, это муравей бегает по телефону. А рядом Ленка Волохата лазит по одуванчику. Вдруг будет слышно, как она чавкает там. Хотя за моим чавканием, наверное, ничего не слышно.
кроме шума ветра. А вот снова пернатое чудо кружит. Еле его видно, но кружит. Это, пожалуй, надо заснять. Сейчас у коровок тихий час. 29 коров из 34 отдыхают. Это хорошо, напаслись, значит. Но уже скоро будут вставать 10:40. Пока я доставал телефон, вот уже 2 устало. То есть уже 27 отдыхает. Начинается. Сейчас перед тем, как гнать домой, они будут подниматься, пастись. По ним можно сверять часы. Если ложатся, то уже около 10. Если поднимаются, то уже около 11. Так что можно на часы особо и не поглядывать. А чем меньше смотришь на часы, тем быстрее время идет. А если каждые 5 минут поглядываешь, то, время стоит на месте. Когда я был поменьше, так вообще в школе учился, только начал пасть. Пасть коровы — это для меня было просто бесконечность. Были у меня часы, и я на те часы смотрел каждую минуту. Каждую минуту. И тренировал силу воли. То 5 минут не посмотрю, то хожу, то еще надо продержаться. 10 минут, 20, полчаса. И так как-то выдрессировал себя, стал меньше смотреть на часы. И более-менее как-то полдня проходили побыстрее. Полдня, день. День как отпасешь, так кажется, что и не было дня. А после 3-го дня, наверное, самое тяжело на 3-й день пасть. А уже после 4-го, то кажется, я в неделю пас. Самое тяжело пасть. Не хочется, все болит уже. Ноги ноют. Это отлично, если хорошая погода. А если нет, это вообще вдвойне все усложняет. И вдвойне все это становится противно. По дождю пасть. Как ты, не одевайся, не закрывайся, плащ, все дела, все равно что-то да намокнет. Плюс погода такая бывает слякотная, холодная. Ну а если ливень, тоже там вообще по-любому промокнешь. Хоть есть у тебя плащ, хоть нет. Так, ну и вот эти принцессы уже намылились домой. Надо их потихоньку заворачивать. Эти вот принцессы уже собрались домой. Думали, тут впереди никого нету. Потихоньку слиняем. Время 11 часов. А не тут-то было. Я вышел, они глаза повылупливали. Ты откуда взялся здесь? Аж какие хитрюги. Глаз да глаз за ними. Время 11:03. Мы уже собрались домой. Мы хотим домой.
Паразитки какие. Теперь держи ухо востро, потому что могут побежать. А впереди огороды, то все. Куда-нибудь обязательно заскочат. Ну что, первый день, полдня отпасли. Двигаемся в направлении дома. Стоит только тронуться, и все летят уже. Кстати, интересная в этом году весна снова таки, как каждый год. Кепка на шапке, шорты на штанах, шапка от холода, кепка от солнца. Ну и со штанами и шортами тоже дело. Ветер задувает хорошо. Завтра ветер будет еще посильнее. И ветер холодный, прохладный. Дул бы такой летом, было бы классно, но сейчас не особо. Одуванчики ближе к обеду распустились еще больше. Утром столько не было видно. А сейчас тут уже целая полянка. Желтенькие. Красота. Но какие-то они хиленькие. Первые самые. Самые смелые. Ну что, первый день, полдня отпасли. Гоним на обед. После обеда в 3 снова выгоняем. Поднимаемся наверх. Бегут, бегут поскорей домой. Ох же ж. Как будто дома их накормят. Все. Вы на свободном выпасе теперь. Наслаждайтесь свежей зеленой травкой. Почти пригнали.